Всем привет, с вами снова Олег Гегельский, и это OneBlood. Сегодня будем обсуждать очень много интересных вещей, в частности долгосрочное укрытие, которое вы сейчас видите, а также снаряжение, про которое мало кто знает, и оно, собственно, недооценено, но тем не менее оно является универсальным снаряжением для комфортного нахождения в природе. Мы сейчас находимся в лагере Mammoth Camp, который обычно ставится в самых красивых, но и недоступных районах дикой природы России. Здесь шикарная рыбалка, здесь шикарная охота, здесь очень хороший трекинг, это Карелия. В прошлом выпуске влога мы с вами говорили о том, как можно быстро соорудить из подручных средств укрытие для охотника, рыбака, путешественника. Сейчас мы будем говорить о том, как можно сделать укрытие понадежнее, покрепче, если есть такая возможность. Но все, собственно, упирается во временные рамки и наличие подручного материала. Здесь у меня такая возможность была, и поэтому я сделал вот такое вот укрытие, которое вы видите у меня за спиной. Когда мы начинаем строить долгосрочное укрытие, сразу нужно понимать, под какие задачи мы его делаем, как долго мы собираемся здесь пребывать, сколько у нас снаряжения. Я здесь уже практически более месяца нахожусь, у меня очень много снаряжения, соответственно, нужно, чтобы места хватало и для меня, и для снаряжения. При этом есть такое понятие, как хорошая обитаемость. То есть вы не должны быть стеснены, то есть, потому что, скажем, при низкой обитаемости в укрытии можно находиться там сутки, двое, трое, ну неделю. Но когда вы тут практически живете, готовите пищу, значит, работаете со снаряжением и с оборудованием, естественно, это укрытие должно быть комфортным. Нужно понимать, какая схематика укрытия будет у вас реализована. И под эту схематику уже подбирать строительный материал, который находится рядом с вами. Это может быть и валежник, это может быть сухостой. Естественно, инструменты у вас должны быть с собой. Мы обязательно об инструментах поговорим в отдельно взятом выпуске, потому что инструменты, которые вы несете с собой, это очень важно для того, чтобы сделать укрытие. Долгосрочное укрытие должно быть перспективным. В каком смысле перспективным? Чтобы его можно было развивать. Например, это укрытие, которое я сделал, если зашить стеночки, если зашить половину фасада, то, собственно говоря, получится достаточно прочное, достаточно такое надежное укрытие, в котором можно будет, собственно, и зазимовать, что я неоднократно и делал. Крыша должна быть достаточно прочная для того, чтобы на нее можно было догрузить еще полметра лапника, который со временем просядет, а потом снежок упадет и так далее. То есть все нужно строить с перспективой. Это очень важно. Вот, собственно говоря, вот там вот видно, где на камнях лежит бревно. Одно бревно, вот второе бревно, которое я поставил на пенек, собственно, это и есть несущие бревна, на которых стоит настил. На эти бревна, которые выложены на опорах, выкладывается из сушины и валежника, выкладывается помост, а уже на этот помост выкладывается лапник. Если укрыть спальник пончо, то, в принципе, уже какая-то защита от дождя есть. Значит, но дальше мы выставляем несущие столбы. Раз, два, три. И вон там в глубине 4 и 5. Основная опора крыши — это все-таки задняя стенка склона. Вот они на камнях там стоят. После этого на центральный столб, да, мы выставляем конек. Значит, какой ключевой момент тут есть? В центральном столбе сделана специальная выемка, чтобы конек там лежал прочно и никуда не свалился, не скатился. Выставляются стропила. Вот они. На стропила, на которые, собственно, наваливается лапник. Таким образом, под собственным весом эта конструкция достаточно прочно стоит. Кажется, что лапник на крыше навален как попало, на самом деле это не так. Для того, чтобы лапник защищал от дождя, его нужно укладывать черепичкой. Это как? Значит, сначала укладывается по всей длине крыши один слой лапника, на него накладывается следующий слой. На этот слой накладывается следующий, и вот 5-6 слоев, уложенного таким образом
образом лапника могут защитить от сильного дождя. Есть еще очень важный момент для того, чтобы чувствовать себя комфортно в таком укрытии. Это правильное размещение костра раз и правильный костер. В чем заключается правильность? Правильность заключается в том, чтобы этот костер был под некоторым наклоном относительно площади настила. Таким образом, тепло от костра будет греть не только внутренний и верхний объем, но и греть снизу. Это очень важно. Для постройки этого укрытия использовались всего два инструмента. Это складная пила и бивуачный тесак. Ну а материалы это валежина, это сушина, это лапник. Я сейчас буду заниматься организацией стоянки, которую я выполню из силиконки, силиконового понча, тента, и бивуакзака. Бивуакзака, который очень сильно недооценен туристами, рыбаками, охотниками, но я сейчас покажу, как это грамотно сделать. Для организации бивуака по той схеме, которую я озвучил, нужны два дерева, между которыми я натяну силиконку. И вот там вот справа в ложбинке будет лежать бивуакзак. Сейчас я силиконовое пончо растяну между двух деревьев. Но растягивать я его буду, не зацепив за один крайний люверс и зацепив за второй крайний люверс между двумя деревьями, а нужно протянуть репшнур через 3 люверса, которые есть на пончо. И только после этого я за крайние люверсы растяну пончо между двумя деревьями, двумя другими репшнурами. Сначала вторым репшнуром крепим силиконку с той стороны, где будет лежать бивуакзак. И только после того, как я натянул силиконку вплотную к дереву с той стороны, где лежит бивуакзак, я натягиваю силиконку с противоположной стороны ко второму дереву. Таким образом мы получаем хорошее натяжение силиконки, но не разрываем ее. Сейчас мы натягиваем силиконку под углом 45 градусов. Обязательно нужно затянуть горловину капюшона на пончо и затянуть хорошо, и желательно еще промотать шнуром, потому что сюда на случай осадков будет заливать дождь. И последний штрих в установке силиконки. Это центр силиконки нужно оттянуть таким образом, чтобы изнутри образовалась линза. Это даст возможность воде стекать равномерно, даст хорошее натяжение. И если мы впереди разожжем костер, то она будет работать как рефлектор. Такой вариант установки силиконки является практически идеальным в смысле защиты от дождя, от ветра, отражения от костра, а также очень хорошо улучшает обитаемость. То есть под таким тентом я свободно могу сидеть, выполнять какие-то действия, готовить пищу и так далее. Обычно гидроизоляционный коврик почему-то стелят внутрь бивуакзака. Я понимаю, что так комфортнее, но правильно делать следующим образом. Переворачиваем бивуакзак дном вверх. И что мы тут наблюдаем? Мы наблюдаем широкие стропы, под которые нужно вставить коврик. Это штатное место для размещения коврика. Таким образом, коврик будет выполнять функцию теплогидроизоляции и защиты от механических повреждений бивуакзака. После того, как вставили дуги, растягиваем бивуакзак на колышках. Достаем из рюкзака спальный мешок или то, что служит спальным мешком, и вставляем в бивуакзак через боковой вход. Предварительно слегка его приоткрыв, чтобы можно потом было быстро заскочить
когда понадобится. У бивуакзака есть два выхода. Один боковой и один фронтальный. Что мне это дает? Что я могу покинуть и войти в бивуакзак с любой удобной мне стороны. Это во-первых. Во-вторых, фронтальный вход, через который я вот сейчас вот вышел, он закрывается на москитную сетку. Соответственно, москитная сетка, она не только защищает от москитов, она убирает блики с лица. Данная модель бивуакзака называется Observer, что в переводе обозначает наблюдатель. Почему? Потому что, находясь внутри, можно смотреть как во фронтальном направлении, так и в любом другом направлении за счет того, что в тыльной стороне есть жалюзи. Одним из основных назначений этого изделия является маскировка позиции, с которой можно сделать удачный снимок или, как в нашем случае, продуктивный выстрел. Кстати, сегодня у нас в выпуске специальный гость, фотограф Игорь Старовойтов. Привет, Игорь. Привет, Олег. Ну как тебе Mountain Camp? Mountain Camp отлично, очень красиво, охота, рыбалка, потрясающая природа. Кстати, по поводу охоты. Охота и фотоохота, они в принципе мало чем отличаются, насколько я понимаю. Да, верно, особенно если ты охотишься на дикого зверя. В принципе, это то же самое, что и фотоохота. И на что ты здесь снимаешь? Я считаю, что в условиях дикой природы лучше всего снимать на то, что у тебя под рукой. Это обычный смартфон. Ну, как интересно. Я, честно говоря, рассчитывал, что ты скажешь что-нибудь посложнее, какой-то аппарат. И есть какие-то интересные фишки, лайфхаки? Первым делом, достав телефон из кармана, конечно же, нужно протереть камеру. Можно сделать это обычным рукавом, просто тщательно в течение 20-30 секунд протирая камеру, чтобы на ней не осталось отпечатков пальцев и другого взаимодействия. Олег, второй важный аспект фотографии – это свет. Именно он делает объекты более объемными и красивыми. Поэтому многие фотографы любят снимать в закатное и в рассветное время. Третье – это правильно настроить камеру смартфона. В камере любого телефона есть возможность не только сфокусироваться на нужном объекте, но и сделать снимок более темным или светлым. А еще в камере каждого смартфона есть классный портретный режим. Давайте я сфоткаю. Давай. Давай теперь сделаем более динамичный кадр. Для этого воспользуемся функцией серийной съемки в нашем телефоне. Ну слушай, смартфон вообще-то достаточно хрупкая вещь-то, а условия окружающей среды они не располагают к его пользованию. Да, ты прав, какой бы классный ни был смартфон, ему нужна определенная защита, иначе он может разбиться или вообще утонуть, поэтому есть классные кейсы, у меня один из таких с собой, который защищает смартфон от воды, от падения. Он полностью водонепроницаемый, Он полностью водонепроницаемый. Ты можешь опустить свой телефон даже на несколько дней в воду, и с ним ничего не будет. Ну да, с такой компактной вещицей, в принципе, можно снимать где угодно и что угодно. И я так понимаю, что фотоохотник, ну фотограф, это тот же охотник, просто он охотится, фотограф... За классными кадрами, да, так и есть. У меня есть отличная история по этому поводу. Буквально пару месяцев назад вернулся с Шантарских островов. Шантарские острова настолько закрыты и недоступны для всех, что туда приходят киты, гренландские киты, с которыми ты можешь не только поплавать, но и, соответственно, классно их поснимать. И именно в этой ситуации ты чувствуешь себя настоящим охотником, когда ты плаваешь на сапе в ожидании китов. Это может быть 2, 3, 4 часа, вода 4 градуса, ты ждешь китов, и в этот момент, помимо китов, туда могут прийти касатки. И вот самая неожиданная ситуация, когда ты спокойно лежишь, никого не трогаешь, и тут возле тебя возникает огромный плавник. Я до этого в своей жизни никогда не видел касатку, особенно в дикой природе.
И размер плавника меня удивил, потому что он примерно как половина машины. И вот с тебя возникает один плавник, второй, третий, и 3 касатки проплывают под тобой. Конечно, в этот момент твое сердце просто замирает, потому что, да, нет случаев нападения касатки на человека в дикой природе, но ты об этом не знаешь. Берег далеко, тебя никто не спасет, только ты и касатки. Это очень страшно, но интересно. И в какой момент ты фотографируешь? Вот? Надо мной летает дрон, и в этот момент я снимаю еще и на дрон все это. Поэтому... А как же смартфон? А смартфон нужен управлять дроном. Игорь, спасибо, что пришел. Было очень интересно пообщаться. Думаю, что твои советы по фотографии мне очень помогут и пригодятся. Спасибо, что позвал. Ну а вам спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии.